это мой самый счастливый день. Братан, цементная топ-5-6. Я вас типа люблю, сами понимаете, я бы еще бы хуже играл бы, если я был на сцене, это было вообще типа смехотворно. Welcome to the International. Оппоненты как будто тоже старались, но мы лучше старались. Всем привет! Добро пожаловать на 5-й влог на канале Virtus.pro. Начинается плей-офф. Поддержим наших ребят. Ставьте лайки и погнали! Давай, окружай его. Давай, вставай, пустуйте. Грел ты дал. Парочку возьми на фиг. А как тут вообще вода выбирается? Я неправильно. А как бейджик ввести? Сейчас прошло. На сайт зайди. По факту ничего делать не надо. Но вообще, когда ты на сцену заходишь, обычно бейджик прикладываешь, когда заходишь. Нет! Но возможно ничего делать. Да, надеюсь, выпадет на урон. На fire damage. Ой, как сильно. Ну ладно, можно. А как мы идем? Кто первый, кто второй? По посадке идем? Вообще. Кто первый Так, будет? идем без разницы. Надо точно, чтобы Тёмыч был вправо, потому что если Слакс подойдет, если Слакс подойдет, Тёмыч должен отвечать. Иначе никак. Иначе мы занервничаем и все. Да ладно. Олег, ты сзади. Я не нервничаю, And the stats too. We've been seeing a lot of people just steal them up consistently, but now finding Notice. Good LSA though to turn it, and the life drain to heal him back up. Can't get anything out there. Viper's in trouble. Miposhka trying to run away. Team Spirit went up the wrong hill. Они Жеку всей семьей били, они ничего не сделали. Пик Вайпера, ну, там точно по пулу у них тяжко было, потому что, по-моему, очень много в первой карте медаков улетело. А ошибка или нет? Ну, это же классические спириты, они всегда очень хорошо продумывают свою вин-кондицию, и Вайпер, очевидно, не самый худший герой в Спектру и Бристолбека, но мне кажется, мы просто были готовы к такому стилю игры. Преимущество против Спирит, опять же, напрямую зависит только от пиков и, да, где-то там от ошибок их или наших. Здесь, мне кажется, в целом просто было, ну, все как и должно было быть, да. В миде мы получили хороший матчап Вайпер Лина, в боте у них Баратрум, который не сильно прессингует Спектру. И единственный, кто у нас страдает, это Бристолбек, но, опять же, герой такой, что вполне может расковылять любую ситуацию. Пик Вайпера от Спирит на первой карте, я не думаю, что это прям какая-то ошибка. Думаю, все-таки у них был какой-то план, раз они взяли этого героя. Но, мне кажется, их стиль игры отличается, и Вайпер не подходит к ним. Но это мое мнение, возможно, они другого мнения. У нас все было хорошо. То есть, опять же, у нас в игре не надо было там, бежать, сломя голову, там где-то прыгать, у нас все было. Как бы, поэтому взять своих таймингов. Кстати, 4, наверное, да? 3-4 в том игре. Back into the meta with the upgrade to this. Oh, I say that. Collapse. Collapse turns. Now the spin, the damage. Squadix right on top of Collapse. No, the heal is going to be enough to keep him strong. Tries to TP out. Do they have any way to break it? Yes, they do. Notice comes in clutch at the end. Does he manage to break it? Yes. So they find Miposhka right at the start. Dawnbreaker getting chased and found. Does he have a way out of there? Snowball keeping him under control. They do bring down one, and now the turn for the second goal. Look at Yadro! Yadro in trouble. Silence. That's dead one time. Can they find more? Miposhka control on to Notice. Snowball. He's gonna fall. Squadix trying to find more. He's just fighting illusions though. As Yadro gets forced down to the low ground. Miposhka though, this is gonna be another one. They find Heritage. He's dead. More dead. This is going to be a second dieback. Точно были моменты, где мы не были сами уверены в том, что и мы должны прямо сейчас сделать, и энами сделать, и мы просто как бы чилили, ожидали чего-то, но сами до конца не были уверены в чем. А между картами, да, опять же,
как и всегда, это всего лишь карта. Эта карта ничего не значила, нужно выиграть 2 подряд, да, или там 2 в целом карты, чтобы выиграть серию, поэтому на этом бы была фокусировка. И если говорить про вторую карту, ну там просто они по драфту выстроили так, что у них по сути только Муэрто по большей части играет доту. В топе у них, что у нас там было? У нас было ЦК Феникс, в Грим, ДБ. Ну да, то есть в топе у нас ЦК очень большой вышел. И, соответственно, будет просто вопрос в моменте, куда мы направим ресурсы, можем ли мы их направить на нижнюю линию. Но, опять же, по мид-матчапу, по результату чуть-чуть лендинга там моего, потому что там разные мемы произошли. Условно, на бот мы не успели среактить, ребята там уже... Ну, у них линия вообще без лайнинга, да, Кентавр, Инвокер — это не какая-то сильная линия, поэтому мы ожидали, что в боте будет, по сути, такой ауткам. И, ну, это уже все следствие драфта и прочее. Было много моментов, безусловно, которые можно было сделать лучше, но что мы сделали, безусловно. Повторюсь, парни, но мы не смотримся как какие-то, да, там локи на их фоне, но хочется напомнить, что есть определенные правила доты, да, и я просто вам озвучу тезис. Мы взяли Аегис на 20-й минуте, и мы ведем 5000. У нас кончился Аегис, мы за это время 5000. И мой посыл не в том, что вы АФК, хотя я всегда вам это в лицо скажу, АФК. Но я вас, типа, люблю, сами понимаете, я бы еще хуже играл бы, если я был на сцене, это было вообще, типа, смехотворно. Ты когда начал говорить, они, по-моему, нас начинают повижно переигрывать, у них просто тупой опс на горке был рядом с Т2, там, где нас разревелили, они... Закончились и кемки по погрелкам. Да, но это по факту частично связано с тем, что мы слишком много возможностей даем. План было хорошо постоять линии, на линии где-то поплыли, а дальше просто, ну, в мидгейме захватить игру, забрать Рошана и от этого уже играть. Ну, там что-то пошло не так, по итогу игра затянулась, и там уже на кнопочках и на морали Спирит, думаю, были сильнее, чем мы. Братан, цементная топ-5-6. Подумай об этом. Or do this, bring numbers down for Laurel. Gets him there with the silence, looks in for the stun. The Inkswell takes forever to come in. And now with the follow-up hit, they have enough. Laurel, very, very low, ends up dying. О, they got him. Connection for more. Good dead shot. Just like that, Virtus Pro come back in, get a couple clutch kills. Game 1. Squags gets caught though. Tornado lift up, and now the stun. Heritage shows up. They're trying to kill off the Coddle. Will they be able to? Soaking up the damage. Я хотел, чтобы мы взяли Мэрту так на 9-й. Я бы предпочел другого героя взять. Если не смотреть на драфты и забыть про драфты, что было уже в игре, у нас была уже игра в той кондиции, в которой мы могли камбэкнуть. У нас был Аганим на Спектре, Аганим на Врайскинге. И у меня плюс был байбэк, и все, что надо было сделать, это принять один хороший файт, после которого я куплю один слот, и враги не смогут играть в доту. В целом-то игра как бы играбельная, но тяжело. Если говорить про мою игру на инвокере, я, наверное, 60% доволен, на 40% нет. Я думаю, там можно было в моментах лучше сыграть, но исходя из моего опыта, там, условно, на этом герое, где-то я мог плохо нажимать кнопки, где-то, наоборот, не дожимать, то есть 60/40. Честно, у нас третья карта с самого начала пошла очень плохо. У нас вот тяжело. Не, ну подожди, вот будет тяжело, а топ тяжело из-за того, что они, по сути, могут X3 стоять. Волнения, давления точно никакого не было. Скорее, есть, опять же, да, новые параметры, что где-то столы, стулья, вот эти все мелочи, но, как говорится, все в равных условиях. Надеюсь, там, да, мы через 2 дня, получается, играем, где-то вот эти все мелочи уже более адаптивно к ним отнесемся, но на результат они никак не повлияли. Просто есть вот это минимальное поднывание, что где-то что-то там нога не так или рука не так станет. Но есть такое, да. Наверное, чувства и эмоции какие-то абсолютно другие, более прикольные в моменте. Но также для меня это была какая-то неизвестная зона, в какой-то моменте был все равно дискомфорт и непривычность. Получилось, как получилось. Это ощущение отличное, наверное, ничего такого прям, если, возможно, у меня был какой-то не страх, не до конца недопонимание того, что будет в кабинке, как я буду реагировать на свет, на камеры, на людей, то, в принципе, нормально. Я не замечал ни шум от людей, ни камеры, ни свет. То есть отличное ощущение. Ощущения такие же, как и в прошлый раз на сцене от игры. Зал все чувствуется, просто, ну не знаю, когда смотришь все игры на инте до этого, да, и мечтаешь попасть на него, у тебя первая ассоциация — это кабинки. И в целом меня они впечатлили в хорошем ключе. Комфортнее, наверное, всегда, конечно, в отеле играть, да, все-таки ты там под себя сетап все делаешь сразу, а тут немного непривычно, потому что такие закругленные столы немного были, но в целом, не знаю,
ты всегда, когда попадаешь на лан, хочешь сыграть на сцене, и это совсем другие ощущения. Ну, как говорится, поспешишь людей, насмешишь, то и получилось. А так, наверное, я бы только это хотел изменить, чтобы мы построили немного по-другому файт и сделали все, когда будет выгодно это нам, а не врагам. В любом случае, ну, поражение есть поражение, этому были определенные причины. Выводы сделает каждый сам. Также мы, как коллектив, попытаемся сделать, ну, правильные, на наш взгляд, выводы и постараемся принести этот опыт в следующей серии. Сегодня, ну, до конца дня мы отдыхаем, и завтра у нас уже продолжается рабочий процесс. Мы работали, в принципе, после выхода из групп, ну, все эти дни. С выходного не было. Поэтому, ну, полдня вот такие выходные у нас будут. Конечно же, верхняя сетка для слабаков. Лучше, чем сосиски. Да я вообще без понятия. Суши, роллы. Написано, что вкусно. Я не знаю, как будет. Меня всегда прикалывает, почему они не могут дать тарелку к соевому соусу, просто что мне приходится в крышку наливать все соевые соусы. Ребята, я готов помочь. Ну, помогайте, я тогда с вами поем там. Бля, вот это, кстати... Лимон на рыбу кто кладет? Че, уже? Она же окисляется. Кто кисает? Иван, Лимон на рыбу кладут. ты зачем Это соевый? хуйня. Помогаете ему, типа, так? Да, можете все съесть. Просто чтобы я Так не... реально. Давай. А что ты схватился, там ничего нет. Может быть, дождемся сквирпла? Сквирт? А ты похер. Вы можете ждать. Бля, на самом деле, было жестко. Меня уже бить не Сквиртл, никнейм, через единичку. Потому что у нас больше человек, чем столы вмещают. И они пока не сдвинут, мы не сядем. Пока не сдвинут, он не сядет. А тому Ивану нужен стол отдельный. Люк, попробуй кальмары. Попробовать надо. Бурату и Цезарь после роллов. Да. Да, съест он. Не надо адаптер брать или нет? Какой тебе тут надо? Ну, для... Это американский, это не подойдет. 40 баксов стоит. Беспроводная зарядка? Это очень нужна так. Ну, это... Я прям не знаю, для чего это использую. Без провода заряжать. Не, ну понятно, что делаю без провода. На самом деле, по факту, с проводом. Ну, типа... Ну да, она с проводом. Ну типа ты положил телефон сверху и все. Это чисто бабки, типа. Человек на андроиде просто сидит и счастлив, да? Соответственно, вот теперь берет iPhone. А вот мы на яблоке сидим. Каждый год надо Надо покупать. И ничего не меняется, а мы все равно хотим купить. Но в этот раз мы не будем, мы сдержимся, не будем покупать. С вами Ахиля, и это второй день плей-оффа. Нет, то, что ты его по КД нажимаешь, у тебя базовое значение теперь всегда 75. Оно не увеличивается с уровнем, как раньше. Ты имеешь в виду, что будет 75, 150, 225, только вот так имеешь в виду? Раньше на первом левеле ульты Дазл дамажил себя 75. Стоимость ульта. Потом на втором уровне, например, 100. На третьем 125. А сейчас всегда А потом сделали всегда с первого уровня и дальше одинаковые. Ожидал ли я, что они придут и бьют Тундру с Топсоном? Да, у меня прям не было каких-то ожиданий. Я рассчитывал на то, что будет равная игра, что они будут играть 3 карты, возможно, по 60 минут. Поэтому для меня сильного удивления не было. Конечно, немного удивился, но не прям так, что вау. Ну, если сказать честно, уже начал готовиться к тундре, я уже такой все пошел почти распечатывать там все заготовочки против тундры. Но Енси молодцы, собрались, камбэкнули первую карту и довольно-таки уверенно вторую карту, так сказать, завершили. Я, если честно, немножко даже не ожидал. Ну, ребята молодцы. Не, ребята, я говорю, во-первых, я взял сегодня держатель для мышки, во-вторых, я взял браслет. Это счастливый браслет, ребят. Я честно скажу, я бы Трента не боялся, парни. Вот. Не, я в моменте не боюсь Трента, но просто это на них комфорт, типа. Ну пусть играют, мы же знаем, как в Трента играть. Серег, правильно он сделал? Что фулману зарунулся. А чё, нормально делать? Что вы делаете?
Сейчас начнется нормальная игра, пацанская. О, выпал! Выпал! We're doing 5, 4, 3, 2, 1. So it'll start with Noticed, then Sayu, then Squad 1X, Bing, and then Kurt. You're at the end. All right? Кто первый? Kurt is at the end. По позициям меня с твоей стороны. Начиная с меня. Да. Ты последний идешь. Much they want to find Squad X for this duel. Stormstormer's leading in. Squad X, he's got the rolling thunder jump on. Who's in? Yeah, we do straight away on top of Stormstorm. It's a whole world of pain. As Stormstorm is out of action. 75 seconds dead. And Not much Watson. available for him. They turn over towards the ball. They're in on top of him with the air time. He's able to keep a bit of distance, but it's not enough. The bashes are coming in. The damage has been done. Curious with the double. 3 dead again on Entity. They just cannot fight Virtus Pro right. Fishman, the snowball will come into play to try and provide some Tubi's on Watson. charges there. They've doomed the morphling. Notice has got its head straight towards Watson, surrounding it. Curious is in with the BKB and the right thing to bring It's down clean up the ball, time. to bring down the tusk. Jump on in with the bleed. 5 Fishman as well. Charge more from FNG. Sets up for them to clean up a 3rd kill. Ну, первая карта с Entity затянулась скорее из-за того, что, ну, индивидуально я лично играл не очень хорошо. Ну, я так считаю. Может, в игре и по-другому было. Но просто не ловили их, не наказывали. Где-то, может, даже переоценивали. Они очень пассивно играли. Ну, их тоже понять можно. Там мы лишней информации где-то не давали. Но в целом просто чуваки сидели всю игру на базе. И из-за этого, ну, сложно было просто зайти. В первой игре у нас, более литовый пик, что ли, настройка Doom, да, мы не можем навязывать темп. Что мы хотим? Бить крипов. У нас меда Сактори на доме, что мы делаем? Бьем крипов. Почему? Потому что у нас Win Condition, да, в Морфа, супер простой. И в целом из-за этого, более долгая игра. Если может, там, как Джек говорил, что он мог где-то побыстрее сыграть в доту, игра бы, и первая игра была более в темпе, быстрым, но как получилось, да, так и сыграли. То есть пытались реализовывать наши форспаки, дрались как могли. Во-первых, еще вторая игра, я понимаю, и небольшой отрезок, где начал переживать, это там, где Илюха начал подбиться Эгисон, дал тупо низ, а мы под мидом что-то мутили без него. Это ты Тём влетел, мы еще думали, думать инвокера, не думать инвокера, но это все too much business, учитывая, что у нас герой с Эгисон без телепорта. Ну и хладнокровно то, что действовали, Илюха говорит, шейкер отдал ТП, нападаем на похи, жмешь ролл, это хорошо. Это в любом случае приведет к хорошему. Ты под контролем, ты в роли, ты если что, выйдешь. Stormstorm has got him with Rolling Thunder. Gabby leads him with the solar gun, but Curious just steps up and absolutely rips apart. Big blast. Ice Blast coming in with a On great board. hit onto pretty much the entirety of them. Stormstorm goes down. Double kill for Curious. He's ready to look for the cleanup here. Diving into the tower, looking towards Watson. Triple kill for Curious. He's even He's able to still hold the alive. token. He doesn't even go down the once here. CK surviving, keeping the ages intact. See outside of the base, Stormstorm and Gabby trying to get some sort of a catch. Watson the BKB, but Curious just turns and just easily able to trade back towards him. Now they might be able to have a chance of focusing the CK. Curious walking it off, again defensively decrept by Sayers, and he's able to reset and get back in. Curious turns back forward with the Rift and the stun over towards Gabby. Double kill for Squadix. They're just cleaning things up at Virtus Pro. Triple kill for Squadix on the path. Pros pretty much have a very sort of split team effort from the squad. It really does feel like team effort. Остаемся еще. Владик, ты с Серегой на интервью? О, welcome to Китайская? Welcome to the International. Welcome to the International. Игры были легкие, мы очень старались. Оппоненты как будто тоже старались, но мы лучше старались, поэтому мы выиграли. Сыграли, да, побеждать приятно, сыграли вроде бы как хорошо, индивидуально я сыграл как чмо, поэтому я немного недоволен. Фанаты, спасибо! Спасибо! Ой, вы болеете за нас, приятно, опять же, читать хорошие вещи о команде, о каждом игроке. Все стараются, все выкладываются на максимум. И если кто-то играет плохо, то для этого мы и команда, мы друг друга поддерживаем, и вы должны тоже поддерживать, чтобы ребята могли быстро собраться. Ура!
опять же, у меня нету такого ожидания. Я всегда хочу выиграть, а дальше это все вопрос работы, эффективности работы и так далее. Если говорить про начало турнира, то оно у нас не задалось. Первый день 1-3, второй день там тоже шатка-валка 2-2 мы закончили. Но система, как говорится, позволила верхнюю сетку пройти, и вот мы потихонечку, сыграли с спиритами, сейчас снизу победили Entity, разгоняемся. И, опять же, я всегда приверженец работы, и мы эти дни, прям очень-очень сильно стараемся. В принципе, я чувствую, что ребята зашли вот в какую-то зону интернешнл и действительно хорошую игру показывают. Крутые ощущения, очень рад за нас. Будем идти дальше. Ожидания, да если не ставим никаких ожиданий, чтобы, скажем так, сразу не огорчаться. Зачем ставить эти ожидания, чтобы потом огорчаться? Просто нужно жить сегодняшним днем, играть в сегодняшнюю игру, в сегодняшнее лобби заходить. То есть ожидания я прям всех каких-то не ставил, у меня их и не было, и сейчас тоже нет. Завтра, наверное, отдохнем, а потом начнем играть, разбирать, смотреть, думать, фиксить. Да мне кажется, на самом деле, прям реально каждый сейчас показывает свои лучшие стороны, параллельно перекрывая потенциально наши плохие стороны или помогая тиммейтам. Вот так вот у нас, наверное, сейчас, есть какая-то вот эта зона и желание выиграть. Опять же, мы идем как это в ногу с метой, да, и даже наблюдая, мы вот сыграли против Spirit, потом смотрели игры, у нас как раз тот же день выходной был, и мы понимали, что наша серия, она очень много какой-то меты вскрыла. Тут уже вопрос, как команды к ней адаптируются, могут сами сыграть или нет. Я прям не могу сказать каких-то выделить именно вещей, что он мне дал это за International. Просто, наверное, могу сказать, что я прям нахожусь сейчас в какой-то зоне, как я сам ощущаю. То есть я начал там лучше играть, больше читать противников. То есть, наверное, просто этот International мне, наверное, дал вход в зону, если это можно так назвать. Да просто нужно верить в себя, кто бы тебе что ни говорил. Там, не знаю, говорил, что у тебя не получится, что ты зря тратишь время. Все равно нужно просто идти за своей мечтой и делать. Бэтбум готов? Морально, да, а так пока непонятно. А что ты не подготовился? Энергию не трать, не беси меня. На что энергию ты копишь-то? Это мой самый счастливый день. Мой счастливый день! Осталось не Батум бы тоже самый счастливый день с тобой, Кириллович. Я не совсем удовлетворен именно такими победами на Инте. То есть я все так же хочу дойти до гранд-финала и выиграть этот турнир. И из-за этого, наверное, где-то я не сильно эмоционирую. В плане именно вот эмоций, как вот позитивные эмоции, удовлетворение, там, счастье. Я их получаю, но прям минимально от этих побед. Мы с Комантумбоменом сделаем этот днем одним из самых моих лучших дней в жизни. На Кей-арену мне очень приятно вернуться, да, это для меня, по крайней мере, когда тогда это второй или третий раз в Америке тогда был лето, вот это, парк, Кей-арена, да, это все хорошие такие ностальгические воспоминания, надеюсь, все будет прекрасно в этом году. Кушать очень сильно хочется, ребята, умираю с голода. Давайте закажу быстро только. Мне импонировал весь сезон команды Bad Я довольно много их изучал. Будет здорово попробовать с ребятами свои силы против них на действительно важном престижном турнире. Bad я считаю, что вообще они были в шаге на волоске от того, чтобы вообще вылететь с турнира. По факту их могли талоны спокойно закрывать 2-0, но немножко талоны расслабились и вторую карту отдали на волевых, а вот уже третья карта было видно, что Инвокер тройка с Веселом. Короче, ребята явно сами себя перемудрили, хотя я считаю, что Талон — это очень сильная и крутая команда, но она просто себя немножко перемудрила, и по итогу Бэтбум очень легко завершили эту серию, что, естественно, они молодцы, а так, я думаю, наверное, для СНГ сцены это, думаю, такой маленький праздник, что две команды будут бороться друг с другом за проход дальше по сетке. Думаю, честно, что Бэтбум не самый удобный для нас соперник, но в целом, где, как ни на Инте, попытаться обыграть их. Естественно, заготовочки у нас еще есть, и они будут, создаваться в эти дни до начала уже заключительного этапа The International. Там увидим. Надеюсь, мы, скажем так, еще удивим всех.